viral infection spreading throughout the world with the large H5N1 virus. The infection causes immediate respiratory failure. Стрит-арт-художник, известный своими многослойными трафаретными произведениями. Его невероятно детализированные монохромные работы являются ярким свидетелями кошмарных моментов из антиутопического будущего и нашего жестокого прошлого. Костюмы, противогазы, форма времен Первой мировой войны, стиль, который напоминает черно-белую фотографию. Творчество этого художника состоит из памятников неспособности человечества оставаться человеком. В конце концов, инцидент на Фукусиме в 2011 году способствовал мрачному подходу художника к городскому искусству. И до сегодняшнего дня его работы напоминают нам, что человеческое общество может испортиться в любой момент. Уличный художник Кен Плотбот прославился в Берлине тем, что он совершенствовал технику многослойного трафарета в довольно необычных локациях города. Его работы появлялись на улицах, заброшенных зданиях, исторических местах, электростанциях, химических заводах, военных базах и в других исключительно скрытых от глаз местах. Существуют разные причины, побуждающие художников приносить свое искусство на улицу. В случае Плотбота причина заключается в том, что его апокалиптические произведения и их окружение – это художественный синтез, который дополняет выразительность друг друга, эффект от которого был бы полностью утерян в галерее. Его творчество настолько круто, антуражно и уместно, что атмосфера на объектах, где есть его рисунки, многократно усиливается. Кен Плотбот – редкий пример того, какой должна быть уличная живопись. Он рисует в основном различных персонажей в техногенном образе, в защитных костюмах и противогазах. Его работы легко узнаваемы, так как никто больше не рисует ничего подобного. Его путь уличного художника начинается в 2012 году на одной из шпионских станций советских хранилищ ядерных боеголовок, недалеко от которой в то время проводился фестиваль уличного искусства. И хотя он не был участником этого события, он был впечатлен атмосферой и фактурой ржавых стен, которые по итогу и вдохновили его на свою первую работу. А местные фотографы не смогли оставить без внимания такой союз мысли и локации. Работы Кена Плотбота имеют легко узнаваемый стиль и мрачную индустриальную тематику. Вот что говорит сам Кен о выбранном им направлении в стрит-арте. Моя работа – это отражение нашего времени, нашей постоянной потребности в энергии, глобальная индустриализация и вытекающие отсюда постоянные битвы за власть и ресурсы. Я рисую сцены из стран, где война давно стала повседневностью, обращаясь к теме загрязнения окружающей среды и ее влияния на людей и животных. Такие феномены, как генетическая модификация растений, промышленное животноводство и манипуляция погодой, подчеркивают эту мрачную картину будущего. Чтобы остановить голод и бедность на планете, часто не хватает ресурсов и финансов на научные исследования в этой сфере. Но в то же время, что касается ядерных исследований или финансирования вооружений, тут недостатка средств не наблюдается. Глобальное вооружение мира приводит к неустанным войнам между соседними государствами, что влечет за собой огромный ущерб природе и людям. Только лишь в арктической зоне на морском дне находятся 3 утонувшие атомные подводные лодки, 17 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами, 19 транспортников с грузом радиоактивных отходов на борту и 14 реакторов российского Северного флота. Так же, как и катастрофы в Чернобыле или Фукусиме, они несут угрозу распространения радиоактивного загрязнения. Как мы уже видели на примере подводной лодки «Курск», существуют технические возможности поднять эти затонувшие атомные подводные лодки. Но в случае с Курском подводную лодку подняли лишь для поиска причин катастрофы, а отнюдь не из-за беспокойства о загрязнении окружающей среды. На всю эту ситуацию я реагирую своим искусством. Я рисую главным образом на заброшенных фабриках, в бункерах или других труднодоступных местах. Само место является очень важным и определяющим в выборе мотива рисунка. И я не хочу, чтобы люди считали мои работы крутыми или красивыми. Я хочу, чтобы люди задумались.
По-настоящему мощный стрит-арт и яркий пример того, как современному искусству нужно взаимодействовать с окружающей средой или локацией, рассказывая о ней буквально в новых красках. Суть вещей, о которых говорит автор, трудно спутать с чем-то другим. Это ли не настоящее искусство и диалог со зрителем? Как говорится, без прошлого не узнать и настоящего. Так и в картинах Кена точно прослеживается тонкая грань между настоящим и прошлым ужасом современной техногенной реальности. Впечатляющие работы и отличный концепт подачи своей мысли. А на сегодня это все. Увидимся в следующем выпуске. Всем удачи и пока. Это нарушает стабильность соседних домов. Урана или плутония. We repeat, cover windows to protect against the possibility of broken glass, heat, and radioactivity.